Есть одна история, которую знают практически все. И верующие, и неверующие люди. И люди, которые никогда не открывали Библию. Эта история, она называется «Притча о блудном сыне». За 2000 лет ее прочитали миллиарды людей. Проповедники разобрали ее по косточкам. Художники написали сотни картин, посвященных этой притче. Философы посвятили ей просто целые книги. И почти все эти люди видели совершенно разные истории внутри этой притчи. Не похожие там истории с разным акцентом, а именно принципиально разные истории. Как будто это не одна притча, а несколько разных притч. И вот сегодня я бы хотел показать более 7 интерпретаций этой притчи. Среди них есть стандартная, та, которую тебе говорили в церкви. Но есть такие, от которых у меня, честно говоря, до сих пор мурашки. Потому что одна из этих интерпретаций полностью переворачивает все с ног на голову. И если она верна, то проблема этой истории вообще не в блудном сыне. Оставайтесь до конца, потому что последняя интерпретация, она для вас. Итак, Луки, глава 15. У одного человека 2 сына. Младший приходит к отцу и говорит: «Дай мне мою долю в наследство». Отец делит имение, младший уходит, все тратит, спускает полностью, приходит в нищету. Затем, когда он оказывается в вообще безвыходном положении, он возвращается домой с заготовленной речью: «Я недостоин называться твоим сыном, возьми меня хотя бы как слугу». А отец, он видит его издалека и бежит навстречу, обнимает его, надевает на него лучшую одежду, кольцо на палец, сандалии на ноги и зовет его праздновать. Старший сын узнает об этом и отказывается входить, потому что он злится. Он говорит: «Я столько лет служил тебе, а ты мне даже козленка не дал, а этому ты даешь самого откормленного теленка». Но отец говорит сыну: «Сын мой, но ведь ты всегда со мной, и все мое твое. Но мы должны радоваться сейчас, потому что твой брат был мертв и ожил». И на этом мы видим, что история резко заканчивается. 32 стиха, 3 персонажа и 2000 лет споров. И здесь начинается самое интересное. Интерпретация номер 1. Та, которую ты слышал как минимум раз 20. И она звучит примерно так. Блудный сын – это грешник. Отец – это Бог. Сын ушел от Бога, нагрешил, раскаялся, вернулся. Бог его принял. Какую мораль мы имеем? Кайся, и тебя примут обратно. Все, на этом проповедь окончена. Все могут расходиться по домам. И эта интерпретация верная, в ней нет ничего плохого, потому что она отвечает на один вопрос: может ли Бог простить грешника? И ответ однозначный: да, может, без каких-либо условий. Это самое важное, что мы видим в этой притче. Но здесь возникает такая внутренняя дилемма. Если это все, что есть в этой притче, зачем тогда нам вообще показали старшего сына? Зачем Иисус уделяет ему целых 8 стихов из 32? Почему эта история обрывается именно на том, что отец стоит наружу и уговаривает обозленного старшего сына войти? Стандартная интерпретация нам на это не отвечает, она просто игнорирует это. А ответ, это просто нечто взрывное. Итак, давайте посмотрим на вторую интерпретацию. Есть такой человек, исследователь, которого зовут Кеннет Бейли. Он провел больше 40 лет жизни, живя среди крестьян Ближнего Востока, в Ливане, Египте, Сирии. Он с ними очень много разговаривал, изучал их культуру. А потом он открыл Евангелие. И он увидел в этой притче вещи, которые западный читатель просто не поймет и не заметит. Потому что западный читатель не понимает культуру, не понимает контекст, не понимает,
что и как в этой местности происходило, и как к этому до сих пор относятся в этих местах. И из какого контекста Иисус рассказывал эту притчу. Так вот, первое. Младший сын просит у живого отца его долю наследства. Он опрашивал жителей Востока от Марокко до Индии, и все отвечали однозначно. Такая просьба означала, что сын желает отцу смерти. То есть буквально одно значение. Когда сын приходит и просит свою часть наследства, это означает, что ты мне не нужен живым, мне нужны только твои деньги. И это не просто, что сын захотел пожить самостоятельно. В то время это был публичный разрыв, это был скандал на всю деревню, это был удар в лицо при всех. И самое странное, что отец соглашается и делит имение. Потому что нормальный отец того времени, он просто должен был взять, выгнать сына с позором или взять и лишить его наследства. Но этот отец, он отдает ему половину своего имения. А дальше, после всех этих событий, которые там описываются, как этот сын жил, в какое состояние он попал, мы видим, что он возвращается. И здесь Джон Бейли увидел второй культурный шок. Отец увидел его издалека и побежал. Для нас это звучит очень трогательно. Ну, правда. Но для тех, кто знает культуру, кто знает контекст, это звучит очень дико, потому что пожилой, уважаемый мужчина на Востоке не бегает никогда. Для них это унизительно, это неприлично, и это потеря достоинства. А еще Бейли объясняет, что в той культуре была традиция. Когда блудный сын возвращался в деревню, жители могли устроить ему кисаза. Буквально разбить горшок с сожженными орехами и зерном перед ним, и это означало, что ты теперь для нас изгой. Уходи, ты для нас мертв. И поэтому отец бежал, чтобы добраться до сына первым, до того, как к нему прибегут другие. Он хотел встретить его публично, обнять его публично и объявить: этот человек под моей защитой. Он унизил себя настолько сильно, чтобы защитить своего сына от другого, чужого унижения. И это уже не просто история о прощении, а история о том, как отец берет на себя позор ради своего сына. И это еще не все. Давайте посмотрим на третью интерпретацию. Есть такой очень известный художник Рембрандт. Так вот, в конце 1600-х годов одна из картин, которую он написал, это было «Возвращение блудного сына». Эта картина находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. И есть такой человек, Анри Ноун. Это католический священник, профессор Гарварда и Йеля, один из самых глубоких духовных писателей 20 века. Так вот, однажды он увидел постер с этой картиной на стене в общежитии, и в этот момент он остановился. Потом он специально полетел в Санкт-Петербург и сидел перед оригиналом 6 часов подряд. 6 часов он, не отрываясь, смотрел на эту картину, и после этого он написал книгу. Так вот, что он увидел. Во-первых, он увидел руки отца, и они разные. Одна рука твердая, сильная, мужская, а вторая мягкая, бережная, почти женская. Рембрандт написал это намеренно. Отец в притче несет в себе и отцовскую, и материнскую любовь. Он и тот, кто защищает, и тот, кто обнимает. Но потом, он сделал нечто неожиданное. Он спросил себя: а с кем я ассоциирую себя в этой истории? И сначала он решил, что он младший сын. Да, я грешник, я уходил, я возвращался. Я знаю то чувство, когда ты падаешь, потом встаешь, потому что это история моей жизни. Но потом, чем дольше он смотрел, он понял, что он старший сын. Человек, который всю жизнь поступал правильно, делал все правильно, служил, думал, почему Бог не замечает моих усилий, который внутри злился, тихо, но постоянно. Он называет это состояние замороженный гнев среди святых. Люди, которые сделали из своей веры систему заслуг и теперь злятся на тех, кто получил благодать даром. Мы можем видеть это в любом религиозном сообществе, когда очень духовные служителя, они злятся на то, что Бог без каких-либо усилий со стороны человека принимает его, несмотря на все его грехи и падения. И они придумывают для этого какую-то систему, а Бог нет.
И потом последний удар, он говорит: а в конце жизни я понял, что я призван стать отцом. Не сыном, не старшим, не младшим, а тем, кто обнимает, кто бежит навстречу, кто бежит и сам становится источником этой любви для других. И это уже совсем другая история, согласитесь. И давайте мы сейчас посмотрим на 4-ю интерпретацию. Она достаточно взрывная. Тим Келлер – это пастор и богослов, который написал книгу с провокационным названием «Блудный Бог». Не блудный сын, а блудный Бог. Так вот, главный тезис этой книги такой. Слово «блудный» – prodigal означает не распутный, как многие думают, а оно означает расточительный до безумства. Вы слышите разницу? Не распутный, а именно расточительный до безумия. Рассыпать направо, налево, тратить без меры. Да, младший сын, он был блудным в этом понимании, он расточил все состояние. Но Келлер говорит, настоящий блудный в этой истории – это отец. Потому что он расточает свою любовь без меры, без каких-либо условий, без какой-либо логики, без справедливости. Просто даром он дает эту любовь. И это скандал с точки зрения любой религии. Но потом Келлер делает ход, который меняет всю картину. Он говорит, эта притча рассказана не грешникам. Эта притча была рассказана фарисеям, духовным, религиозным людям. Посмотрите на контекст. Лука 15 начинается с того, что фарисеи и книжники ропчут. Он принимает грешников, он ест с ними. И тогда Иисус рассказывает 3 притчи подряд. О заблудшей овце, о потерянной монете и о 2 сыновьях. И все эти 3 притчи в ответ на ворчание этих религиозных людей. То есть притча о блудном сыне – это не для грешников, а для религиозных людей, которые делают все правильно. Для старших сыновей. И вот что говорит Келлер. Оба сына хотели одного – получить имение отца. Им не нужен был сам отец. Они хотели этого имения. Младший был честен. Он сказал, дай мне деньги и отпусти. Но старший был хитрее. Я служу тебе, я соблюдаю все правила. И за это ты мне должен. Им обоим не нужны были отношения с отцом. Они оба хотели просто что-то от него получить. Они оба были далеко от него. Один был далеко физически, а другой был далеко сердцем. И вот это самая страшная мысль в этой притче. Что я могу быть в доме отца, я могу служить ему, не пропускать ни одного служения, знать все стихи наизусть, но при этом быть дальше от него, чем тот, кто пас свиней в чужой стране. Потому что старший сын никогда не говорил отцу «ты». Он говорил «я». Я столько лет служу, я никогда не нарушал. Я. Давайте мы пойдем дальше, к 5-й интерпретации. И пойдем чуть быстрее, потому что интерпретации не заканчиваются. Так вот, 5-я интерпретация – это историческая аллегория. Ранние отцы церкви, Тилтуриан, Ориген, читали эту притчу как историю всего человечества. Младший сын – это язычники, которые ушли далеко от Бога, а старший – это Израиль, который служил по закону. И вот отец приглашает обоих. Эта история не об одном грешнике, а о 2 путях, которыми шло человечество. Теперь давайте посмотрим на следующую интерпретацию, 6-ю. Это феминистское прочтение. Есть такие богословы, например, Виргиния Мур, которые обращают внимание на то, что образ отца в притче несет черты матери. Он бежит, он обнимает, он плачет. В Ветхом Завете Бог часто сравнивается с матерью. Если мы смотрим на Исайя 66:13, там так и написано: «Как мать утешает сына, так я буду утешать вас». И Рембрандт это увидел, вы помните про 2 разные руки на его картине. И 7-я интерпретация – это незаконченная история.
Так вот, Кеннет Бейли заметил вот что. В притче о заблудшей овце есть финал. В притче о потерянной монете есть финал. А в притче о блудном сыне нет финала. История обрывается. Отец стоит снаружи, но старший сын не входит. Мы не знаем, чем это закончилось. Бейли говорит, что это было сделано намеренно. Иисус оставляет открытый финал, потому что смотрит на фарисеев и молчаливо спрашивает: ну, вы войдете? И это не вопрос 2000-летней давности. Это вопрос, который он задает прямо сейчас. Восьмая интерпретация, которую я тоже очень люблю, это очень серьезная, скандальная в каком-то смысле, но изменившая очень многое в моем понимании Бога. Есть такая книга, и она на самом деле изменила мою жизнь, мое понимание Бога. Я упоминал ее уже раньше, она называется «Дневник благодати», который написал Филипп Янси. Так вот, в этой книге есть глава, которая называется «Влюбленный отец». И там Янси делает очень простую вещь. Он пересказывает притчу о блудном сыне в современных декорациях на основе реальной истории. И вместо сына там дочь из маленького городка в Мичигане. Родители немного строгие, немного старомодные. Они воспитывали ее в этой строгости. И вот однажды она кричит отцу: «Я тебя ненавижу», и ночью убегает в Детройт. Там она попадает в ловушку. Наркотики, проституция, грязные гостиничные комнаты, потом улица, зима, металлическая решетка над вентиляцией под газетами. И в этот момент она думает: мой пес дома ест лучше, чем я сейчас. Она звонит домой 3 раза, но каждый раз автоответчик. И в конце концов она решается оставить сообщение: «Папа, мама, я еду автобусом, буду около полуночи. Если вас не будет на автобусной станции, я поеду дальше в Канаду». Автобус въезжает на станцию в 1:00 ночи. И... Извините, это очень эмоционально. И она видит там весь город. Растяжки, воздушные шары, плакаты, соседи, учителя из школы, тетушки, знакомые, незнакомые. И отец стоит в первом ряду. И когда она выходит, отец бежит к ней, обнимает и говорит только одно: «Ты позвонила, ты едешь домой, это все, что мне нужно было знать». Янси назвал свою главную идею скандалом благодати. Он называет благодать скандальной, потому что она шокирует, она не умещается в нашу систему справедливости, потому что она не говорит «ты заслужил», она говорит «ты мой». И самое трудное для нас, людей, это принять что-то, чего мы не заслужили без условий, без списка заслуг. Но именно в этом все сердце этой притчи. И на финал я хочу поделиться еще одной интерпретацией, которая для меня стала финальной частью и финальным пониманием всей этой притчи. В одной из своих проповедей пастор Андрей Шаповалов говорит об этой притче так: она не о покаянии, она об идентичности. Смотрите внимательно на текст. Сын уходит, тратит все, оказывается в нищете. И тут написано: пришел в себя. В оригинале по-гречески «eis aifton elton». Буквально значит «вошел в самого себя». Там не написано «раскаялся в грехах», не написано «понял, что плохо себя вел». Он просто вспомнил, кто он. «Сколько наемников у отца моего», он говорит, «отца моего». Даже на самом дне своего падения он не забыл, что у него есть отец. Он понимает: я сын, и я принадлежу своему отцу. И вот в чем момент поворота. Не моральный, не религиозный, идентификационный. И дальше самое важное. Он репетирует речь. Он говорит: возьми меня как одного из наемников твоих. Он готов вернуться к отцу рабом. Он уже не претендует на сыновство.
Он думает, я слишком много натворил, чтобы называться сыном. Но вот что делает отец. Он не говорит ему, хорошо, будешь слугой. Он перебивает его речь на полусловие. Он не дает ему закончить заготовленный текст про наемника. Он кричит слугам, принесите лучшую одежду, перстень на его руку, сандали на ноги. И в этот момент пастор объясняет, каждый из этих вещей – это символ. Одежда – это достоинство, перстень – это власть и принадлежность к роду. Сандали – это статус свободного человека, потому что рабы ходили босиком в то время. Отец одним жестом показал, ты не наемник, ты сын и всегда им был. Именно поэтому главная проблема многих верующих – это не грех, а их идентичность. Можно быть спасенным, можно ходить в церковь, делать все правильно и при этом всю жизнь прожить как сирота или как наемник. Служить Богу из страха или из желания заработать что-то, а не потому, что я сын и не потому, что я любимый. 3 позиции, 3 способа относиться к Богу. Первый – это сирота. Я служу, значит, он мне должен. Я заработал, я заслужил. Вторая – это наемник. Я служу, значит, он мне должен. Я заработал, я заслужил. И третья позиция самая правильная – сын. Я просто его. Не потому, что я что-то сделал, не за что-то, а просто потому, что он мой отец. И вот тут самый важный вопрос этого видео. Не совершил ли ты большие грехи, недостаточно ли ты стараешься, неправильно ли ты молишься, а из какой позиции ты приходишь к нему? Из позиции сироты, которому все равно, чего ожидать, и он понимает, что в принципе ему ожидать нечего. Из позиции наемника, который считает, что он заслужил и сколько он заслужил. Или из позиции сына, который знает, он мой отец, а я его. И этого достаточно. И когда я размышлял об этом, я долго думал, пытался понять, какой вывод сделать из всего этого. Все эти интерпретации, Бейли, Нун, Келлер, Янси, пастор Андрей, они все смотрят с разных сторон, но все упираются в один и тот же вопрос. Не что ты сделал, а кем ты себя считаешь. Вопрос идентификации, потому что сын в притче не стал сыном в тот момент, когда вернулся, он оставался им всегда. Просто в какой-то момент он забыл, а потом пришел в себя, вспомнил, поднялся и пошел. И знаешь что? Он шел с заготовленной речью про наемника, он не шел как сын, он шел как человек, который заранее снизил свои ожидания до нуля. Возьми меня хотя бы как слугу. Он уже не верил, что может вернуться как сын, потому что слишком много натворил. Но отец остановил его, перебил на полуслове и не дал закончить речь про наемника. Он одел его как сына. Я думаю о людях, которые смотрят сейчас это видео. И кто-то из вас, возможно, уже ушел далеко, и, может быть, далеко от Бога, может, далеко от себя. И у вас тоже есть заготовленная речь, и, возможно, вы готовы сказать, я слишком много всего сделал, я недостоин называться, возьми меня хотя бы как... А дальше подставьте сами, как бы вы хотели, чтобы Бог воспринял как сироту, как наемника, как сына. Но я хочу тебе сказать, что Он уже стоит на дороге, Он уже видит тебя издалека, и Он не ждет, пока ты закончишь эту свою речь про наемника. Янси прав, это скандал. Это не укладывается ни в одну систему справедливости, но именно это и есть Бог. Не тот, который ждет твоего исправления, не тот, который принимает тебя слугой, потому что ты слишком плохой для сыновства, а тот, который бежит навстречу. Ты его, и этого достаточно. Поделитесь со мной, пожалуйста, в комментариях, кем вы себя сейчас ощущаете, что вы чувствуете, как вы видите эту историю. Вы ощущаете себя младшим или старшим сыном, или, может быть, вы всю жизнь прожили как наемник и только сейчас это поняли.
Я постараюсь прочитать каждый комментарий и по возможности ответить. Спасибо большое за то, что были со мной. Всего вам доброго. Обнимаю, благословений. Пока-пока.